Всем, ребята, привет! Добро пожаловать на канал саморазвития «Красная таблетка». И сегодня мы поговорим об инфобизнесе, о коучингах, о саморазвитии через каких-то псевдо-онлайн-психологов и так далее. Вот развелось их очень много. И действительно, помогают ли они? Или все-таки они мешают людям в их собственном развитии? И вообще, нужны ли они? Сегодня мы разберемся в этом видео. Канал саморазвития «Красная таблетка». Многие люди действительно не любят это, и я часто сталкиваюсь с такими хейтерскими посылами, что типа вот опять очередной чувак говорит о какой-то там информации, которую можно найти где угодно, там можно загуглить и все то же самое найти. Да, но когда человек попадает в тупик, ему необходим диалог. Любой психолог, любой консультант скажет то, что в процессе диалога рождается истина. В предыдущих видосах я тоже говорил об этом. Матрица мышления построена на том, что мы можем услышать только то, что мы можем услышать. И мы можем захотеть только то, что мы можем захотеть. Соответственно, мы услышим от человека, с которым будем работать, именно то, что мы хотим. Поэтому, кстати, огромное количество людей кричит, что им не помогли инфо-цыгане, инфобизнесы, коучи и помогатели, менторы, потому что человек изначально был настроен на то, что Этот персонаж мне ничем не может быть полезен. я думаю, каждый хотя бы один раз в жизни сталкивался с такой потрясающей ситуацией, когда ты что-то захотел, и тебя поддерживает твой родной, любимый, близкий человек. Какие приятные ощущения, что какую ты футболку хочешь надеть, он говорит, блин, классная футболка. Или, если ты хочешь уволиться с работы, он говорит, да она уже тебе давным-давно не нужна, и тебе это не нужно. И какое ощущение полноты, плотности своей личности ты ощущаешь. Сила поддержки, сила вдохновения именно в тот момент, когда тебе это необходимо. В процессе работы с человеком, с компетентным человеком, можно получить огромное количество энергии, причем не от самого коуча, ментора или так далее, а пробудить это внутри себя. Мы такие существа, когда мы находимся в определенной ситуации, в определенной окружающей среде, тогда мы чувствуем себя определенно. То есть, если ты выйдешь в трусах голый в минус 35 в мороз, то ты будешь чувствовать себя хреново, тебе захочется сжаться, тебе захочется куда-то убежать, то есть тебя непосредственно окружающая среда будет толкать на определенные действия. И когда ты общаешься со своими друзьями или с родителями, или с теми людьми, которые в тебя не верят, то, безусловно, это провоцирует внутри тебя определенные действия, которые мы воспринимаем как наши, и, соответственно, начинаем делать их и думая, что ну вот я так решил. То есть влияние со стороны очень сильно, фундаментально изменяет нашу жизнь, изменяет наше будущее, изменяет наши желания, ну и, соответственно, наши результаты. Нашу социальную часть никто не отменял. Человек всегда желает с кем-то поговорить. Даже если он живет где-то в глуши, в лесу, он будет разговаривать с оленями, он будет разговаривать с деревьями, он будет разговаривать с травой. Любой человек на этой земле хочет с кем-то контактировать и хочет получать от этого положительные, позитивные эмоции. И основная функция этих коучей, менторов – создать для тебя благоприятную атмосферу, состояние психологическое для того, чтобы твои желания, хотелки вышли на первый план, чтобы ты почувствовал, что здесь тебя никто не будет осуждать. И масштабные твои мечты будут наоборот поддерживаться. И плюсом, если этот специалист осознает и чувствует действительно людей, знает, что такое психология, как ее применять, изучал ее, тогда может и параллельно проработать твои травмы, которые помогут тебе наполниться сильнейшей энергией и пойти дальше в одного. Вот в чем самая сила. Был тут недавно один комментарий, и чувак написал:
Если вы купили какой-то онлайн-курс или купили какую-то консультацию, да вы уже лох. Типа это вообще развод жесткий, на вас зарабатывают деньги. Расскажи мне, чувак, вот ты чем занимаешься? Разве ты не извлекаешь оттуда выгоду? Разве ты не зарабатываешь на этом деньги? Важный момент в том, что каждый человек должен выполнять свою функцию. И есть такое понятие благость, и Садхгуру об этом говорил. Благостью является то, что тебе нравится, и ты это делаешь, и это побочно помогает другим. Вот что очень важно. И тогда, когда ты кому-то помогаешь, потому что тебе по кайфу, безусловно, тебе возвращаются ресурсы. Везде просто можно найти эту информацию, что когда человек что-то отдает взамен какой-то информации, тогда он более заинтересован, глубинно замотивирован изучить это, впитать это, применить это. Поэтому все коучи личностного роста всегда будут брать деньги за то, что они тебе передают. Очень сильно важно понимать, что ты можешь найти абсолютно всю информацию в Гугле, в Ютьюбе, с искусственным интеллектом, если дружишь, чат GPT, напиши, задай любой вопрос, он тебе ответит. Но важно-то другое. Когда человек контактирует с человеком, он пробуждает внутри себя абсолютно другую энергию. Он вообще что-либо пробуждает. Потому что тогда, когда ты только читаешь книги, ты пробуждаешь только лишь свой уровень, там, некое количество эмоционального там всплеска, который тебе доступен в тот момент. Но как только ты окунаешься в энергетику другого человека, который тебе говорит о том, что я до этого, прикинь, не верил, что можно заработать за 3 месяца 1 000 000 рублей на своем любимом деле. И ты понимаешь, что у тебя начинается взлом матрицы, что я вижу сейчас живого человека, который мог и может это сделать, и сделал это. У тебя появляется совсем другая парадигма, совсем другое восприятие этой жизни. Для этого и существует возможность покупки окружения инакомыслящих людей для того, чтобы взломать свою матрицу мышления. Потому что, находясь в окружении привычных тебе людей, всегда будешь ходить по кругу. И это потрясающая возможность 21 века купить себе окружение человека, который построит другим образом с тобой диалог, которого ты не встретишь просто гуляя по улице. Ты можешь купить окружение, которое взламывает твое старое мировосприятие, которое ободряет, пробуждает в тебе агрессию, пробуждает в тебе любовь к себе, пробуждает понимание причинно-следственной связи. Потому что все окружение, все друзья, родители, они находятся в твоей матрице восприятия мира. И нового не могут тебе дать. Есть одна книга, и я вытащил лишь только одну фразу там. Сила слабых связей. Сильные связи – это наши друзья, наши родственники, те люди, с которыми мы видимся каждый день. То есть это, грубо говоря, те вибрации, те энергии, те идеи, которые постоянно по факту фигурируют в твоей голове. То есть эти люди, этот круг тебя принял, и можно сказать, ты являешься этим кругом, и этот круг является тобой. Но когда, а вы 100% такое встречали, когда в вашу компанию, откуда ни возьмись, появляется новый человек. Или проходит какая-то красивая женщина рядом с тобой. Или проезжает какая-то охеренная тачка с каким-нибудь заряженным чуваком. Начинаешь испытывать другие состояния, как будто всплеск какой-то эмоций, как будто вот именно с этого ровного, да, состояния, как будто какой-то просто всплеск эмоциональный, который пробуждает. И вот именно сила слабых связей, человек, который может соприкоснуться с тобой и обсудить восприятие мира, дать определенные практики, дать какой-то определенный опыт, разделить те желания, те цели, которые, возможно, в твоем кругу не разделяют. И это дает потрясающий буст в реализации самого человека.
Вопрос лишь только в том, какого ты человека выберешь. Чувствует ли он тебя? Чувствуешь ли ты его? Пробуждает ли он в тебе то, что тебе необходимо? Но тут, как ни крути, эмпирический метод никто не отменял. Так или иначе придется знакомиться с людьми. Ты как себе девушек выбираешь? Как себе мужчин выбираешь? Ты также знакомишься, находишься с ними определенное количество времени и понимаешь, твой это человек или нет. Не существует на улице таких фонариков определенного цвета или цифрок, или определенных кодовых систем, когда ты идешь, видишь человека и там видишь код B201, а нет, это не мой, АА015, о, точно, это мой. Нет, такого не существует. Поэтому это жизнь. Я листаю видосы, и я понимаю, что существует огромное количество негативной информации. И я считаю, что те коучи, те психологи, те люди, которые хотят работать с людьми и вещают свою информацию, которые пропускают через себя, которые имеют определенные результаты, которые могут дать эту информацию, и причем эта информация 100% позитивная, и тогда ты понимаешь то, что наоборот, то, что они появляются, это затмевает хотя бы ту чернуху, которая может постоянно попадаться к нам на глаза, может попадаться нашим детям, понимаешь? И это очень сильно важно. То есть, когда ты видишь человека, который говорит тебе, что я заработал хреновую тучу бабла, там езжу на Ламборгини и так далее, есть два варианта. Ты можешь сказать, что он шарлатан, или второй вариант, это ты испытываешь агрессию и такой, типа, какого хрена? Типа, я хочу туда, я хочу так же, я хочу что-то подобное, я хочу тоже зарабатывать деньги. То есть у тебя всегда проявляется агрессия. Поэтому всегда коучи, онлайн-консультанты получают трэш просто в свою сторону. Типа, это агрессия, понимаешь? То есть агрессия, которую человек не реализовал. Нереализованная энергия проявляется через агрессию, плохие комментарии, любые гадости другим. Это некое иллюзорное замещение для утешения неполноценности своего эго. Агрессия – это лишь энергия. Вопрос лишь в одном – зачем ее бесполезно сливать? Ведь эту энергию можно использовать себе во благо, преобразовать в те действия, которые могут принести ощутимый результат в том деле, в котором хочет развиваться индивид. Так вот, агрессия – это самый лучший энергетик. Так вот, нужно его использовать во благо себе. Прям встать и пойти и делать. Вот еще важный момент. Каждому человеку нужен диалог. И в процессе диалога начинаются складываться определенные папочки по полочкам. Это такой мыслительный процесс в процессе извлечения букв, слов из своего рта. И для этого, как минимум, необходимо работать с людьми, которые могут соструктурировать твои мысли, твои желания, а самое важное – поддержать то, что ты так давно желаешь сделать, так давно желала сделать. Чувствуешь, что это все какая-то херня, тебя хотят обмануть, это все вообще страшно, это все воровство, все это… Просто иди дальше. Иди дальше, смотри видосы, комментируй другие, спамь других людей просто. Займись своим делом, все, я отстал от тебя. Чувствуешь, что тебе это заходит, чувствуешь мою энергетику, понимаешь мою личность, начинаешь смотреть мои видосы. И я больше чем уверен, что не так много ты посмотрел, не так много ты посмотрела. Эти все видосы, которые были загружены до этого, я пересмотрел их просто все по 15 раз. Я понимаю, что это потрясающее огромное количество информации, полезной информации. Досмотрите видосы до конца, просто это охренительный кладезь инфы. Я буду рад тебя видеть здесь, буду рад видеть тебя на своих консультациях. Добро пожаловать на мой канал. Поддержите этот видос, я буду искренне вам рад. Конечно же, буду благодарен за комментарии, за лайки, подписывайтесь, ребята. Здесь огромное количество контента, посмотрите видосы. Канал саморазвития «Красная таблетка» — это таблеточка, которая дает возможность увидеть то, что мы раньше не замечали. Нужно выбираться. Скоро увидимся. Канал саморазвития.
саморазвития «Красная таблетка».